Кем были авары-покорители славян? Одним из первых степных народов, создавших империю в Европе, были авары. Мы уже говорили о свирепом народе уар, которые ворвались в Европу раннего Средневековья и создали свое кочевое царство на просторах венгерской пушты и степей Украины. Славяне стали для них рабами и пушечным мясом, которым они щедро распоряжались в многочисленных войнах. В то же время поспособствовав их ускоренному развитию, расселению и обретению воинских навыков. Но кем же были эти жестокие завоеватели по национальности? Восточные беглецы и обманщики. Авары пришли к византийцам с видом повелителей многочисленных народов и, как равный с равным, попросили об услуге дать им земли в пределах империи, в обмен на их охрану. Что они в состоянии это сделать, авары доказали еще до высокого визита. Сначала они пришли в Восточную Европу из заволжских степей, и все кочевники, не раз угрожавшие самому Константинополю, расступились перед ними и не посмели возразить. Затем, взяв в союзники аланов, вероятно родственных им, авары напали и разгромили булгарские племена, часть которых враждовала с Византией, а другая часть нанималась ими для защиты от первых. Племена степей отдали аварам лучшие земли и поспешили разойтись на север и восток. С таким послужным списком авары были вправе претендовать на согласие императора. Однако тот воздержался от выполнения всех условий, как опытный дипломат, но предложил аварам жить рядом с границами и охранять их за некоторую плату. Авары также не отказались сразу, однако быстро включили в свои ряды и побежденных булгар-врагов Византии, и других булгар-наемников Византии, а далее начали завоевывать славянские и германские племена востока Европы. Из жалких всадников, прибывших в Европу, нищих и оборванных, народ авар скоро стал грозой даже для империи франков. Стоит удивиться их государственным навыкам, которые помогли им на пустом месте создать одно из сильнейших царств континента за десяток лет. Второе посольство авар в Византию спустя годы сначала долго ожидало аудиенции, затем право покинуть империю, а затем их повели самой дальней дорогой, где поджидали наемные убийцы. Каган авар Баян понял все и не стал делать заявлений или взывать к правосудию, он просто собрал всех своих вассалов в единый кулак, после чего огромная армия из славянской пехоты, небольших отрядов гепидов, конные орды булгар и авар отправились прямо на Константинополь. Византия получила вместо редких атак сравнительно небольшого числа булгар, огромную армию под своими стенами, разнообразно вооруженную и, как показали первые столкновения, ведомую опытными полководцами. Терпя поражение, откупаясь, отбрасывая от стен врага, Византия отбивалась от атак аварского каганата. В то же время оставалось неясным, а кто собственно такие эти авары и откуда у них такая хватка в войне и дипломатии. Ведь в Европу пришли всего 20 тысяч всадников, почти без женщин, а за полвека они создали себе вторую по территории и военной мощи империю. Неплохо знающие восточные народы, вплоть до серов, производящих шелк, скорее всего это уйгуры, а не китайцы, византийцы, терялись в догадках, где скрывалось это племя ранее. Ответ поступил откуда не ждали. В Константинополь пришли посланники тюркского каганата, которые искали союзника на западе, а заодно разведывали ситуацию, чтобы позже вторгнуться в Крым. Посол Искиль-Кюль-Иркин сообщил императору удивительные вещи. Дескать, авары вовсе не авары, а рабы тюрок, которые после продолжительной войны и восстания вырвались из объятий губительной мести его царя и прибежали в Европу. Они взяли себе имя некогда прославленного народа, чем напугали и заставили отступить кочевников степи, но был это обман. На самом деле, это жалкие беглецы, которых следует выдать тюркам, ибо те не остановятся, пока не найдут их, и горе всякому, приютившему беглецов. Царю Ромеев Каган, великий владыка 7 племен и повелитель 7 климатов вселенной. Разбив на голову вождя племени Абделов, я говорю о тех, которые называются эфталитами, и сделав Стефлес Кагана своим союзником, он поработил племя аваров.
Пусть никто не думает, что я рассказываю, будучи мало осведомлен, и не считает, что речь идет о тех аварах, которые, как варвары, жили в Европе и в Паннонии. Живущие по Истру варвары ложно присвоили себе наименование аваров. Откуда они родом, я пока еще не буду говорить. То есть авары в Европе – это осколок какого-то разгромленного тюрками племени, уцелевшие в горниле истребительной войны и жаждущие спасения. Поэтому их всего 20 тысяч, и они почти не имеют женщин. Поэтому они просят поселиться в пределах империи, на которую не посмеют напасть тюрки. Ибо в степи им негде укрыться. А победы над кочевниками обусловлены не только их военным мастерством, но и присвоением себе имени авар, которые когда-то в прошлом были победителями аланов и булгар. Их знают в степи как царей и владык над прочими. Когда император Юстиниан занимал царский престол, некоторая часть племен Иепыхуни бежала и поселилась в Европе. Назвав себя аварами, они дали своему вождю почетное имя Кагана. Почему они решили изменить свое наименование, мы расскажем, ничуть не отступая от истины. Барсельд, Унигуры Савиры и кроме них, другие гунские племена, увидав только часть людей Иепыхуни, бежавших в их места, прониклись страхом и решили, что к ним переселились авары. Поэтому они почтили этих беглецов блестящими дарами, рассчитывая тем самым обеспечить себе безопасность. Когда Иепыхуни увидали, сколь благоприятно складываются для них обстоятельства, они воспользовались ошибкой тех, которые послали к ним посольство, и сами стали называть себя аварами. Говорят, среди скифских племен племя аваров является наиболее деятельным и способным. Естественно, что и до нашего времени эти псевдоавары, так было бы правильно их назвать, присвоив себе первенствующее положение в племени, сохранили различные названия. Подивившись перипетиям судьбы авар, византийцы решили почтить тюрок ответными дарами. Но уже во время ответного визита к тюркам, византийцы получили крайне неприязненный прием по неясным причинам. Возможно, Каган Тюрок понял, что византийцы лукавы и коварны, а авары значительно усилились в Европе, и раздосадованно сообщил, засунув в рот пальцы рук, завидя послов. Не вы ли те самые римляне, употребляющие 10 языков и один обман? Как у меня во рту 10 пальцев, так и у вас, у римлян, множество языков. Одним вы обманываете меня, другим моих рабов-варханитов, так тюрки называли аваров. Ваш царь в надлежащее время получит наказание за то, что он со мной ведет речи дружеские, а с варханитами, рабами моими, бежавшими от господ своих, заключил договор. Но варханиты, как поданные тюрок, придут ко мне, когда я захочу. Зачем вы, римляне, отправляющихся в Византию посланников моих, ведете через Кавказ, уверяя меня, что нет другой дороги, по которой бы им ехать? Вы для того это делаете, чтобы я по трудности этой дороги отказался от нападения на римские области. Однако мне в точности известно, где река Данапр, куда впадает Истр, где течет Эвр и какими путями мои рабы-варханиты прошли в Римскую империю. Какие же есть версии истинного происхождения авар? Они – тюрки, близкие к агурам. Эта версия верна скорее для поздней версии аварского племени, когда в его состав вошли многочисленные тюркские племена. Но в ее пользу говорит явное соседство тюрок и авар, языковые параллели и география действий. Но антропология не видит в аварах типичных тюркских черт, а византийцы, близко знавшие авар, ничуть не удивляются их обычаям, внешнему виду и устройству двора Кагана. В то время как позже, при завоевании тюрками Крыма, их будет крайне шокировать это при дворе тюркских правителей. Они – монголоязычный этнос, упоминаемый в китайских хрониках как Синьби или Жужане. Аргументы. Титул Каган был в ходу у Жужанской Орды, в славянских языках есть ранние заимствования из монгольского телега, харуквь. Но снова антропология и описание внешности авар выступают против. Явные монголоиды вызвали бы удивление в Европе, как было с куда менее монголоидными гуннами, однако никаких признаков этого не наблюдается. Авар в Европе считают за своих,
Говорят о них как о красивом народе, что совсем не похоже на описание тех же гуннов. Что касается жужжания, то китайцы описывают их как скорее европеоидов, кочевников из страны мастеров колесниц, что на западе от Алтая, которые богатеют на шелковом пути. Восточные хроники знают о длительной борьбе народа Жуан-Жуан с тюрками, о том, что они потерпели поражение в 552 году в Таримском бассейне. Оттуда часть орды жужжаней пропала из зоны видимости тюрок, и им было от чего бежать. В 555 году 3000 жужжанских мужчин были связанными, положены у восточных ворот Чинани, где тюрки отрубили им всем головы. Спасшиеся бегством жужжане направились на юг, в Персию, а персы уже отправили их на Кавказ покорять восстание гунского племени савиров. Казалось бы, вот они, авары, появившиеся сначала действительно на Кавказе. Но хроники появления авар в Европе пишут о 463 году, как о первом столкновении авар и савиров на Кавказе на почти 100 лет раньше. Они – ираноязычные племена, близкие к эфталитам. Сейчас это одна из основных гипотез. Авары – потомки обширного скифского мира, которые вобрали культурные и этнические черты тюрок, но в целом оставалось иранцами. Белые гунны, эфталиты, построившие свое царство в нынешнем Афганистане, могут быть прямыми родичами авар. Через их царство авары и прошли на Кавказ и в Европу, спасаясь от тюркских ОРД. Есть еще теория Льва Гумилева о связи авар и джунгарских абаров, прямыми потомками которых сейчас являются каракалпаки, но ее мы рассматривать не станем ввиду явной слабой историчности, что довольно характерно для его работ. К сожалению, информации об авар крайне мало. А причины тому просты. Несмотря на безнадежную ситуацию, после разгрома франками и мятежа булгар, авары в подавляющем своем большинстве не пожелали ни признать своего поражения, ни откочевать в безопасное место, но, напротив, яростно сопротивлялись. В результате их потери оказались столь катастрофическими, что они никогда больше не смогли от них оправиться. Почти вся аварская знать погибла, и ни один из существующих ныне народов не может быть потомком авар. Что скажет антропология? В начале 20 века найденные аварские черепа были однозначно признаны монголоидными. Это прекрасно укладывалось в тогдашнее представление о завоевателях с Востока. Их непременно огромная конная орда – это выраженные монголоиды и примитивные варвары. Такими рисовались гуны, авары и татаро-монголы. Во время мировых войн стороны нередко наделяли друг друга этими чертами, не считаясь с фактической стороной, так англичане представляли кровожадными гунами немцев, немцы славян, а славяне припоминали Чудское озеро и Грюнвальд, рисуя немцев эдакими европеизированными монголами. Но жизнь всегда разнообразнее и сложнее. Малоинтересная тема авар быстро догматизировала считать их монголоидами, и это описание всех устроило. Однако венгерский археолог Тибор Тот нашел существенные недостатки в этой теории. Оказалось, что мнение о монголоидности в начале 20 века строилось лишь на основании большой ширины головы и лица. На том этапе развития антропологии это были монголоидными признаками. Лишь после обнаружения андроновской и афанасьевской культур бронзового века Сибири, где жили крупные и массивные европеоиды с широкими головами и лицами, наука приняла существование вполне европеоидного широкоголового типа. И черепа аваров оказались до степени смешения похожими на черепа андроновцев. Это явные родственники и явные европеоиды. Надо сказать, что порядка 7% черепов авар имели монголоидные черты, причем это были останки людей высокого статуса. Вероятно, это дети межплеменных династических браков, а также наложницы и жены кагана. Их тип тунгидный, наиболее близкий к современному типу бурят и западных монголов. Венгерский антрополог Тибор Тот, специально исследовавший удельный вес монголоидных элементов в антропологическом строении населения аварского каганата по краниологическим материалам могильников с территории Венгрии,
устанавливает крайнюю неравномерность его распределения в отдельных памятниках. Монголоидные элементы зафиксированы им в 23 могильниках, удельный вес которых колеблется от 2 до 100%, составляя в среднем 7%. Поразительно разнообразие их типов. Буквально вся Европа и часть Азии. Здесь и жгучие брюнеты средиземноморского типа, вероятно захваченные из Ирана, и широкоголовые восточные балтиды, возможно дети от браков со славянками. И почти чистые монголоиды северного типа, и грацильные блондины, выглядящие как типичные германцы или алтайские скифы. В основной массе же авары – типичные европеоиды, связываемые с андроновским типом, рослые, крупноголовые, светло-пигментированные. Теперь вспомним о том, как описывает авар повесть временных лет. Были обры телом велики, а умом горды, и истребил их Бог, перемерли все, не осталось ни единого обрина, и есть поговорка на Руси до сего дня «погибоша аки обри». Мы видим явную связь андроновского населения Сибири со скифами, а скифов, село аварами, совпадает и территория происхождения – Алтай. А также вспомним, что тюркский посол говорил, что некогда авары были могущественны, и они заперли предков тюрок в Алтайских горах, заставив столетиями производить для них железо и оружие. Только восстав от невыносимого гнета, тюрки сумели стать теми, кто они сейчас, и готовы преследовать и истреблять авар до последнего человека. Редки случаи, когда легенды и мифы совпадают с историческими находками. Мнение генетиков. Масштабные изыскания по аварам не проводились, но большинство из исследованных образцов дают типичный для индоевропейцев азиатской группы тип R1A. Это потомки кочевников Евразии бронзового века, родственники славян, высших каст Индии, персов, скифов и сарматов. Те же данные и у современных венгров, среди которых могли ассимилироваться остатки авар. У них крайне редко встречаются азиатские и угрозские гаплотипы, хотя, учитывая этническую историю венгров, этого бы следовало ожидать. Мнение лингвистов. От авар осталось крайне мало материала, всего несколько имен и титулов, которые универсальны для алтайской языковой семьи. Несколько коротких рунических надписей неясного смысла. Авары использовали руническое архоно-енисейское письмо, что говорит об их алтайском или южносибирском происхождении. Лингвисты имеют также разнородные мнения о поводу их языка. Одни относят его к тюркской и алтайской группе, другие говорят о тунгусо-маньчжурской, третьи видят явный иранский след. Сохранившиеся титулы Каган, Тархан, Тудун также характерны для тюркских и монгольских народов и являются универсальными в Евразийской степи. Американский лингвист Хенрик Бернбаум, очень заслуженный человек в своей сфере, обнаружил в славянских языках едва уловимый алтайский след. Он есть даже не в словообразовании, а в способе произношения слов, некоторый акцент, который отличает славянские от прочих индоевропейских языков. Его появление он связывает с аварами. Покорив славян, те вынуждены были как-то общаться со своими подданными и осваивать их язык. Имея факты о значительной тесноте контактов, включая брачные, вернее институт наложниц, можно ожидать большой группы детей-бастардов, двуязычных и имевших диффузные этнические и лингвистические черты. Специфика славянских языков затрудняла аварам произношение некоторых звуков, и этот акцент стал популярен у славян, так как ассоциировался с языком элиты. Мнение археологов. В могильниках авар представлены захоронения иранского образца с богатым вооружением, нередко вместе с конем. Предметы авар отличаются очень высоким мастерством и демонстрируют узнаваемые черты скифо-сибирского стиля. Грифоны, сцены терзаний, типичную для скифов стилизацию. Вооружение авар также типично для скифо-сарматского мира. Композитный короткий лук, колчан-горит, но вместо окинака нечто переходное между мечом и саблей, меч-палаш, а также две пики средней длины с кожаными ремешками для ношения за спиной. Эти факты могут указывать как на прямое родство между скифами и аварами,
так и на обычный культурный обмен народов степи. Но это резко отличает авар от тюрок. Тюрки предпочитали пеший бой отрядом копьеносцев или вооруженных алебардами солдат, конница тюрок реже использовала луки. Так кто же вы, авары? Суммируя все данные, более вероятен следующий вывод. Авары – ираноязычный народ, близкие родичи или даже потомки скифов. Они жили постоянно или в последние века в предгорьях Алтая и Тянь-Шаня, где тесно контактировали с тюрками, переняв у них, или подарив напротив, термины, особенности произношения, способы ведения степного конного боя. При этом авары постоянно выступают союзниками других ираноязычных народов – эфталитов, алан, Персии при ее войнах с Византией, что косвенно может указывать на их общее происхождение и простоту коммуникации. В ходе контактов верхушка авар смешивалась с тюркскими и монгольскими племенами, что дало им несколько отличающийся от основной массы авар антропологический тип. По мере усиления тюркского каганата в ходе какой-то ожесточенной борьбы авары резко сократили свою численность и вынуждены были бежать в Европу, где оточенные веками навыки боевых действий в изобилующей сильными племенами степи оказались на голову эффективнее, чем у местных жителей. Можно допустить, что ядро авар, вышедших с Алтая, могли быть монголоидами или тюрками, а затем они пополнили свою численность племенами, говорившими на иранских наречиях, которые тотально доминировали. А затем испытывающие дефицит женщин-авары фактически наполовину стали состоять из потомков смешанных браков со славянками. Поэтому мы не видим монголоидной примеси у славян, не видим существенного влияния тюркских языков на раннеславянские. Поэтому византийцы и франки, да и славяне, описывают авар в довольно позитивном ключе, как людей высоких и красивых по европейским нормам. И поэтому они без следа растворились в местных аборигенах после разгрома Каганта франками. Или же авары могут быть тахарами индоевропейским народом, одним из первых ушедших в самостоятельное плавание и живших в Таримском бассейне. Знаменитые таримские мумии демонстрируют как раз тип крайне высокорослых европеоидов северного типа, который отмечается и у авар. А самая смелая версия намекает на подозрительное сходство скифов и авар в вооружении, тактике, внешности, прическах. Даже имя первого предка скифов, Таргитий, полностью совпадает с именем спутника посла Кандика в Византии, Таргитая. С момента исчезновения скифов из Европы прошла почти 1000 лет, и вот прежние хозяева вернулись. А того и отпрянули в ужасе прочие кочевники, ведь они были жалкими рабами блистательных царских скифов, а того и невероятная дипломатическая хватка авар. Оточенное столетиями господство, умение малыми силами подчинить огромную территорию и наладить там вполне функционирующее государственное управление. И даже мастерство их ювелиров демонстрирует замечательные образы именно скифского звериного стиля. Пока это все, что история может сказать о происхождении авар. Несмотря на горячее желание некоторых лиц записать авар в предки нынешних аварцев в Дагестане, эти народы не имеют абсолютно ничего общего. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.